Всем привет, с вами Арсум, это игра Warborn Buff Ashes, и сегодня в ролике вы узнаете о том, какие зелья в данный момент выгодны особенно для рейда, о том, что сундуки полная лажа есть гораздо выгоднее альтернативы для покупки и получения жетонов павшей звезды. Также вы узнаете подробнее о том, как работает маска железной воли и почему она классная, а не такая уж и плохая, как казалось бы. А также вы узнаете, как выглядит Эрель Сатрон, это самое мощное оружие в игре, и вы увидите вживую, как оно действует. Ну и, конечно же, прочее. Все, разумеется, после чего? Правильно, после рекламы FunPay. Если вам нужны соларбиты по дешевке, или вы испытываете проблемы с пополнением счета для Warborn Buff Ashes, то вам поможет FunPay. FunPay — это биржа игровой валюты, где вы можете быстро и по хорошим ценам купить то, что вам нужно. Сделка там является защищенной, потому что пока вы не подтвердите сделку, продавец денег не получит, поэтому обмануть вас ему будет крайне сложно. К тому же сам сайт выступает в роли гаранта. Поэтому, если там что-то происходит не так, он либо сам вмешается, либо вы можете обратиться в поддержку, и поверьте, FunPay всегда стоит на стороне покупателей. Также, например, в Warborn, если вам нужен какой-нибудь драйвер, который будет там чистить споты, бегать за ломом там, да, то FunPay имеет раздел услуг драйвера. А также, если вам нужны какие-то аккаунты, вы можете купить и аккаунты. Ну и, конечно, помимо Warborn, на FunPay вы можете приобрести услуги и по другим играм. Например, тот же самый всем известный Albion Online, где предложений сейчас просто уйма. Так что моя реферальная ссылочка находится в описании. Если вам это интересно, можете воспользоваться, пожалуйста. Берите, что надо, и не парьтесь. А вы знали, что в игре есть продвинутые зелья, и почему-то их мало крафтят и делают для каких-либо осад? Смотрите, заходим в склад снабжения, здесь есть продвинутые зелья. Наверняка вы уже миллион раз наслышаны про вот эти вот банки, но про другие что-то вы, наверное, не смотрели. Смотрите. Увеличивает скорость атаки и применение навыков, но еще может накапливать вычет исцеления. К примеру, надо накопить 20 стаков, за 15 секунд мы должны это сделать. И вы кидаете дебаф, который действует где-то около 9 секунд, снижает исцеление на 3,5%. То есть вот эта конкретно банка может снизить лечение на 70%. ПВП против каких-нибудь хилов, или вы хотите пройти какую-то там арену с ботами, я не знаю, если вдруг у вас есть проблемы, или вы там пытаетесь первым все это пройти. Вот такая штука вам очень пригодится. Проблема только в том, чтобы как можно быстро вот это вот все настакать. В общем, она действует только на вас. У нее хоть и написан радиус, но реально работает это только на вас. То есть другим она баф этот не дает. И более того, этот дебаф нигде не отображается. То есть на вас кидает порезку хила. Максимум вот эту иконку видите. Но я честно не знаю, можно ли задиспейлить это или нельзя. Вопрос на самом деле достаточно интересный. Следующая банка, которая есть, вот это как раз таки относилась к той части, где я говорю про периодический урон. Вот, используйте, чтобы мгновенно снять с себя все ослабления и эффекты периодического урона. То есть вот это действительно снимет с вас все стаки. И, короче, вас это похилит, даст иммунитет к ослаблениям и эффектам периодического урона на 6 секунд. Просто вот такая банка. На самом деле редко юзается почти никем. Есть вот такой эликсир отражения. На самом деле я его не тестил, но люди говорят, что полная лажа. То есть я не могу сказать, это классная вещь, не классная вещь. В общем, попробуйте. А вот эта вот баночка просто ни хрена себе. Вот этот маг-резист и броня дает где-то, ну, условно, где-то 8-12% резиста. Плюс еще сопротивление к урону на 25%. Банка для всего рейда просто ни хрена себе какая классная вещь. Спасибо, так неожиданно и приятно. И стоит на самом деле не сильно дорого. Вот вы если задавались, куда деть вот эти идеальные сердца или какие-то вот прочные кости, вот здесь, вот сюда, вот здесь заходите и крафтите. Минус только в том, что это требуется много белка, и с этим действительно будут проблемы. Есть вот такая вот банка, тоже очень классная. Не думайте, что 150% порезки урона, это значит, они тебя еще и будут хилить. Нет, она полностью не срезает, это срезает только часть. В общем, расходки, которые здесь вот есть, для всего рейда, вот просто... Ток, пушка. Рекомендую, настоятельно рекомендую, особенно вот такие вот банки. А вы знали, что порою вообще невыгодно вот использовать вот такие вот сундуки в качестве того, чтобы пополнить ваши жетоны павшей звезды, да? То есть, к примеру, вот здесь еще ладно, здесь цена еще сейчас адекватная, где-то вот по 8 они продают соларбитов, да? Вроде бы здорово, вроде бы классно, скупаешь, получаешь. Но есть такие моменты, что порою невыгодно такие сундуки покупать, и нужно просто следить за рынком и ценами. Хорошо, давайте просто наглядный пример. Смотрите, вот метеоритная коробка топового уровня. Одна такая коробка за 1400 стоит примерно 6 соларбитов.
При желании, если мы можем себе позволить, поставим на скупку, вдруг будут нам сдавать, наверное, все-таки можно за 4, например, Solarbeat, или за 3, за 2 слишком много конкуренции. Ну, просто вот допустим. И есть, например, сапоги уклонения, где за один только сапог предлагают 15,5 миллионов. И стоит это все чудо, если по скупке, то, например, 13 Solarbeat'ов. То есть, что мы делаем? Берем цену, например, на вот эту метеоритную коробку. 1400. Делим ее, например, на 4 Solarbeat'а и получаем такую-то вот сумму за один Solarbeat. То есть, столько серебра мы получим за один Solarbeat. Если мы будем покупать вот эти сапоги, да, и будем их сдавать в магазин, например, купили мы его за 13 Solarbeat'ов, да, это примерно будет вот столько серебра за один Solarbeat. И это сапоги, например, не самые выгодные. Просто берите и изучайте рынок. Наверняка там найдется что-нибудь, что будет стоить по соотношению серебра к Solarbeat'у гораздо больше. И если вам не хватает жетонов павшей звезды, вот так будет выгоднее, чем скупать какие-то, мать его, коробки. Наверное, вы еще тоже заметили, что когда вы смотрите на трейде, здесь вот, например, порой бывает, вот вы смотрите, ага, здесь цена 18,2 миллиона, а здесь вот тыкаете, и 36,4, вы такие, а в смысле, что это да как сильно подорожал? Нет, просто здесь за стак из 2 штук, а здесь за стак из 1 штуки, и он общую ценность, короче, считает, понимаете? И да, когда вам в инвентарь падает какая-нибудь жижа, да, давайте я вам покажу, вот, пожалуйста, элементарно. Здесь показывает у вас дроп 6 миллионов. Вот эта шапка стоит 6 миллионов, но она сломанная напрочь. И если мы пойдем продавать вот сюда к трейдеру, то по итогу мы ее продадим за сколько? За 2,5 миллиона. Поэтому если вам падает какой-то вот лут, и вы такие, у-ху-ху, вот это мне повезло, а по итогу у вас гораздо меньше. Вот, по этой причине, то, что вещь сломана. И можете даже посмотреть, будет ли вам выгодно. Вот она, 2,5 миллиона там стоит. Подходим сюда, идем ее чинить и смотрим, наводим курсор. Давайте я себя уберу с экрана. Вот, наводим курсор, 2900. 2900, то есть 3 миллиона починка, и сама шапка где-то стоит 2,5. Выгодно это? Ну, чуть-чуть как бы да, но если продадите, там еще комиссия, то по сути нет. Поэтому имейте в виду, что вот такая вот штука есть, это работает немного по такому принципу. Кстати, недавно заметил, что шапка вот такая вот на самом деле очень хороша. Особенно для выживаемости. Работает она немножечко не так, как вы думаете. Смотрите, если у вас ХП упал ниже 20%, только тогда шапка активируется. И при получении урона предотвращает падение ХП ниже единицы, да? И вот вы думаете, вот сейчас вот у вас влетит какой-нибудь челик, он одним скиллом должен вас убить, и вы выживете. Нет, нифига подобного, вы просто сдохнете. Почему? Да потому что эта шапка не активируется. И если он должен прописать вам ваншот, например, если у вас, допустим, 50% хп, да 30, давай, 30% хп. Вот вы убегаете от врага, у вас не хватает здоровья, и он применяет какой-нибудь скилл, который имеет дохрена урона. Он вас шотнет. И ваша маска не активируется совсем. Абсолютно не активируется, потому что ваше хп ниже 20% не упало. Но если он использует кучу выстрелов, кучу ударов, которые тоже должны ваншотнуть, да, к примеру, использует вот какую-нибудь такую очень нынче имбовую в соло-цель фотонную винтовку, здесь вот делает 3 выстрела по 175. Вот он одним выстрелом вам снес хп, и оно падает где-то ниже 20%, да, то есть вот выстрелил, снес вам 15% хп, да, было 30%, снес вам 15%. Тогда маска активируется, и вы получаете ту самую неуязвимость. Что еще может произойти? Например, человек вам выстрелил, у вас осталось хп ниже 20%, активируется маска, вы убежали из боя, и она ушла в КД. Да, но справедливости ради, сколько... Вот я пробегал 2 вартайма с этой маской. Боже, как же она спасает от бумпаков. В вас влетает бумпак, вот эта вот маска вас спасет. 2 минуты откат. Вартайм длится около 45 минут. У вас маска это спасет много раз, поверьте. Я сильно недооценил и всегда ее ненавидел, эту маску. Но когда побегал пару вартаймов и словил несколько бумпаков, я был счастлив, что я выжил. Поверьте, это просто ни хрена себе маска. Один раз побегайте с ней, купите там на аукционе, она дешевая достаточно. И вы поймете, каков результат с нее, она реально классная. Следующий совет, наверное, уже не сильно актуален, потому что он уже изжил себя очень давно. Но, например, вы обычный мембер, и вы задаетесь вопросом. Мы потеряли вот в первый вартайм вот эту территорию. Что же делать? Давайте ее заберем во второй вартайм. Нет, у вас это не получится. Почему? Потому что во второй вартайм, даже если у вас есть возможность атаки, вот как сейчас,
Вы не сможете это сделать по той причине, что второй раз за день, грубо говоря, за день, вы не сможете это сделать. Вот на следующий день в первый вартайм вы уже сможете его захватить. Либо, например, вы эту территорию потеряли во второй вартайм, на следующий день в первый вартайм сможете захватить. Потому что представьте, что есть скрытое блокирование. То есть часов на 5, например, да, или на 3 часа, 4, неважно. Просто есть, короче, скрытая такая штука, которая блокирует возможность захвата. Что произойдет? Да, вы можете зайти, зачистить всех мобов, поставить демолишеров, но ничего не произойдет. Вы не сможете захватить эту территорию. А вчера мы, кстати, словили баг. Мы пытались захватить эту крепость. У нас была атака. Разумеется, ничего такого не было. То есть мы спокойно могли забрать эту крепость. Ее забрали за день до этого. То есть это был первый у нас вартайм. Мы на первом вартайме пришли сюда, поставили демолишеров, начали ломать как бы ворота, а по ним урон не проходит. Просто забагали каким-то образом вот эту вот территорию, и мы не смогли это сделать. Так что в игре имеются иногда баги. То есть в игре есть баги, которые не позволяют что-то сделать. Но основная механика, почему нельзя захватить территорию ту или иную во второй вартайм, она заключается именно в том, что эта территория уже ранее захватывалась в первом вартайме. Ну или тоже во втором. Недавно в игре был небольшой патч, который добавил возможность смотреть чуть дальше на соседние карты и смотреть, какие там есть ресурсы. Например, я нахожусь в этой территории, вижу, что здесь находится из ресурсов, и на соседних связанных локациях. То есть на одну локацию вперед я могу видеть ресурсы, которые там находятся. И более того, я могу видеть, какие есть там сундуки. Но дальше, конечно, не могу видеть, только если фиолетовые. Однако есть небольшой лайфхак, который буквально на днях я заметил. Для этого нам просто нужно зайти в крепость. Когда мы в нее зайдем, разумеется, открываем карту. И что мы видим? Мы даже видим здесь сундуки. И если бы здесь была где-то кожа, которая бегала бы, мы бы ее тоже увидели. А все почему? Потому что когда мы находимся в крепости, мы автоматически считаемся находящимися и в этой зоне, и в этой зоне. Таким образом мы можем видеть гораздо дальше. И здесь ресурсы мы можем увидеть, сколько находится, да, и здесь, пожалуйста, и здесь. И если бы здесь находились ресурсы, то мы бы их тоже увидели обязательно. К примеру, если вы будете находиться вот в этом форте, вы будете видеть во всех вот этих, где я мышкой вожу, и вот в этих локациях, В общем, это отлично подойдет, если вы какая-нибудь собирашка или человек, который чекает эти ломан, на которые можно сходить. Вот, к примеру, я понимаю, что вот здесь до хера лома я могу сходить, зафармить и все такое. Пожалуйста, классный лайфхак, мне на самом деле иногда пригождается для того, чтобы мониторить большее количество ресурсов в округе. Если вы задавались вопросом, а как заселиться, почему я не могу, например, приехать и где-нибудь поставить свою хату? Для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно сделать вот здесь вот вверху слева. Вот так переключаем на перемещение дрейфующего. И таким образом мы видим цифры. Вот, например, здесь показано, что 4. Значит, здесь еще присутствуют места, куда можно заселиться. Здесь 75 дрифт-меток и так далее. Вы не сможете заселиться, если у вас на карте находится больше 200. То есть, к примеру, вот в этой локации я не смогу заселиться. Именно поэтому, если вы пытаетесь разместить свою дрифт-марку, вы не сможете это сделать. Вам просто будет выдавать ошибку, что здесь лимит на постройки. Наверняка вы на карте уже замечали вот такую вот антенну и что вот она значит, да? Это называется адский кнут, или рельсотрон, или нюка, да как угодно называйте. В общем, это ультрамощное оружие, это лазер такой с неба, я вам сейчас скоро покажу, как это работает, а вначале расскажу, что это. Смотрите, орбитальный рельсотрон непрерывно обстреливает указанную зону в течение 120 секунд. Каждую секунду наносит врагам в радиусе 18 метров чистый урон в размере 20% от ХП. Накладывает на них эффект квантовый коллапс. Постройки получают осадный урон, то есть 600%, плюс зависит от макс УЗ прочности постройки, вот все такое, короче. На обстрелянной земле нельзя возводить постройки в течение 2 дней. Квантовый коллапс — это дебаф. Максимальный ОЗ снижается на 10%. Эффект длится 1800, мать его, секунд, то есть полчаса. И накапливается до 5 раз. Эффект сохраняется на монстрах даже после выхода из боя. Вау, это очень сильное оружие, и если я правильно помню, она работает на соседние связанные локации. Давайте я вам покажу это видео, как это вообще работает. Вот смотрите. Вот
у нас такая вот есть машинка, мы ее запускаем, мы на ней ездим, и водитель на ней берет и активирует вот этот вот самый луч. Но он немного просрался, поэтому Мэш легенда и все такое, он должен был кинуть ее дальше, а в итоге кинул под себя. Гений, плейбой, филантроп. Так вот, можете даже посмотреть, что люди пишут в чате, и вот такая вот нюка, она будет ехать и выжигать все нахрен в течение 2 минут. Это очень сильное оружие. Если такое попадет в замесе, это будет очень больно, неприятно и ужасно. И, разумеется, если мы не хотим, чтобы наш противник силил свои гребаные дрифтметки вокруг Харвестер Хаба, можно даже дорогу к Харвестер Хабу проделать с помощью этого лазера, и никто не сможет ни селиться, ни возводить постройки, и ваша гильдия спокойно будет штурмовать там, где им вздумается. Это очень дорогое, на самом деле, удовольствие, и не каждая гильдия может себе такое позволить. Выглядит очень эффектно, да. А потом мы уже видим то, что у него здесь сильно так багнулось, и теперь какие-то пуки, взрывы появляются. В общем, бред какой-то. Тем не менее, вот эта вот земля, как вы видите, раскаленная, это и есть вот та самая нюка. Очень опасное оружие, максимально. И если вы увидите ее у противника, имейте в виду, что вам будет прям очень больно и плохо. Разумеется, на союзников это не работает, им вообще пофигу. Вот видите, им 0 урона приходит. Но по постройкам это дамажит достаточно бодро. А вы знали, что с этих летающих жуков есть особенный дроп, который падает только с них? Нет? Ну вот, теперь узнаете. Здесь, когда заходим, например, в гильдию и хотим скрафтить какую-то зверь-машину, есть такая штука, как варп-зверь. Это и есть тот самый жук и дроп, который падает именно с жуков. Убивая жуков, вы имеете определенный шанс. Он, кстати, очень маленький, но возможен. Вы можете выбить вот такого жука и сдать в гильдию. Сдается этот жук примерно вот здесь. И ядро логистики, отправить ресурсы, так как у меня его еще нету, он может здесь сдаться. Здесь даже написано ресурсы производства, вот молодой варп-зверь и так далее. Вот так он примерно выглядит. По способностям не могу сказать, у меня нету таких вот вещей, но, тем не менее, могу показать. В общем, описание вы сами можете сейчас на паузе посмотреть. Рассказывать, думаю, нету смысла. Тем не менее, оно вот есть. Вроде бы полезный такой вот зверек на какой-нибудь осаде или в массфайтах выглядит, наверное, довольно-таки классно. Вот, чтобы вы могли сесть на таких вот маунтов, вам нужно разрешение от гильдии. Либо, по-моему, можно его скрафтить где-то у себя дома и так вот юзать, например. По такому же принципу работает и вот этот вот мех. А еще можно вот такого вот беста выбить чисто случайно, помогая. К примеру, вы увидели, что где-то открывает вот такую среднюю ловушку, да, ну или, допустим, маленькую ловушку открывает. И вы начинаете ее фармить, бить, помогать и расстраиваетесь за счет того, что лут вам не упал. То есть появляется сундук, его нельзя задействовать. Ну, просто потому что не ваша пачка вызвала. Однако, у меня был такой случай, когда я бил такого босса, и он мне выпал. Бесты сразу падают в инвентарь. То есть он находится не в сундуке, он сразу к вам падает за убийство и даже за помощь. Падает рандомно и очень редко. То же самое и работает на маленькой такой ловушке. Это вот такая вот механика. К счастью или к сожалению, тем не менее, если вы кому-то поможете, нанесете пару тычек, есть шанс, что вы можете залутать этого зверька и сдать в гильдию, за что вы получите определенное количество очков. Что ж, на этом выпуск подошел к концу. Если он вам понравился, жду от вас лайка, это сильно продвинет видосы в топы. Если есть какие-то идеи, мысли, советы и прочие какие-то вещи, например, я заметил такую-то штуку, можете написать в комментариях, поделиться мнением о том, какие советы были полезными, или хотели бы их подкорректировать со словами «на самом деле это работает вот так, ты здесь немножечко не прав». Также я буду рад вашей подписке, это сильно будет продвигать мой канал, мое развитие, плюс вы будете получать различные уведомления о новых видео или стримах. Ну что ж, ну а теперь я попрощаюсь с вами, до встречи в следующем ролике или на стримах, пока! Подписку нажми и лайк замути, и Асум будет всегда с тобой. Над видосом поржи, с мемов орни, свинина не с другой стороны. Подписка и лайк, я аметик любой, Асум ждет тебя, друг мой.